Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам очень легкий и красивый узор из японского журнала. Несмотря на то, что японские схемы зачастую кажутся сложными, этот узор приятно удивляет своей простотой исполнения. Он очень легко запоминается, быстро вяжется и отлично смотрится в готовом изделии. Например, как вы сейчас видите на экране, с этим узором связан джемпер. Такой рисунок также подойдет для множества разных вещей. Он красиво будет выглядеть в свитере, джемпере, кардигане и легкой шали. Благодаря комбинации ажурных дорожек и вот этих плавных линий, которые формируют как бы листочек, он выглядит современно и стильно, а при этом не требует большого опыта. Хочу обратить ваше внимание, что на разной пряже этот рисунок будет выглядеть по-разному. Из-за того, что пряжа, к примеру, хлопок, чаще всего тянется в ширину, и вот этот листик, он получается более широким, как вы видели на модели. Если же вязать из шерсти, как у меня связан образец, она немножечко тянется в длину, поэтому листик получается более вытянутым. Исходя из этого, вы можете самостоятельно подобрать пряжу, учитывая ее особенность, и вы уже сможете представить, как данный рисунок ляжет в конкретной пряже. Мне очень понравилось, как этот узор ложится в смесовых видах пряжи, также в вискозе. Но видов пряжи очень много, вкусы у всех у нас разные, поэтому нужно смотреть и пробовать. В видео я объясню и покажу каждый элемент вязания, расскажу, на что нужно обратить внимание, чтобы полотно не косило. И все это сделает ваше вязание очень комфортным и легким. Как вы поняли, сам узор подойдет даже для начинающих мастеров. Итак, сам узор при вязании снизу вверх выглядит вот таким образом. Если же вы вяжете от горловины, он выглядит очень-очень похоже. Изнаночная сторона его смотрится вот таким вот образом. Возможно, вы уже обратили внимание, что боковая часть, боковой срез этого узора делает небольшую волну. Если это шаль, к примеру, это придаст изюминки, и волну можно даже немножечко увеличить с помощью ВТО. Если же вы вяжете, к примеру, свитер, сшивные у вас будут боковые швы, то лучше шов выполнять вот по вот этой легкой волне. Если он будет аккуратно выполнен, изделие будет смотреться целым и гармоничным. Если же вы сильно потянете, края узора немножечко будут деформированы. Такой узор вообще идеально подходит для плечевых изделий, которые вяжутся по кругу. А теперь давайте приступим к практической части. И начнем, как всегда, с рассмотрения схемы, которую вы сейчас видите. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Вместе с вами я буду вязать один раппорт узора. Я набрала 19 петель, 16 это петли самого узора, они повторяются. Одна петля в конце ряда это петля симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. Одна изнаночная. 3 лицевые петли, 1, 2,
3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петли при убавлении не были скрещенными. Провязываю вот таким вот образом. Дальше 2 лицевые, накид, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты и вторая дужка смотреть на меня. 2 вместе, накид. Второй раз 2 вместе, накид. Третий раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаю накид, затем идет 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды этого узора провязываются по рисунку. Накид провязывается изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все петли вы также провязываете по рисунку, но накид в этом случае будете провязывать лицевой петлей. Второй ряд я провяжу вместе с вами. Далее четные ряды я буду пропускать, потому что они будут провязываться точно так же, как и второй. Итак, кромочную я переснимаю. Дальше 1 лицевая, 1 изнаночная. Накид провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким образом, чтобы получалась дырочка. Далее изнаночная, накид провязываю открытой изнаночной. Изнаночная, накид изнаночной. Далее изнаночная 1 петля, 1 лицевая, накид второй половины рисунка я также провязываю открытой изнаночной петлей. И далее до конца этого полураппорта я вяжу изнаночные петли. И на этом заканчивается раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Я ее провязываю изнаночной скрещенной. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 1 изнаночная и перехожу к вязанию сетки. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и заканчиваю раппорт узора 1 лицевой петлей. Все, раппорт узора провязан. Вы повторяете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Если вы вяжете поворотными рядами, то они заканчиваются петлей симметрии, здесь это изнаночная петля, и кромочной. Пятый ряд. Кромочную переснимаю. Дальше идет 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная и перехожу к сетке. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Я связала 8 рядов
данного узора. Далее нужно повторить еще один раз с 1 по 8 ряд. Итого у вас будет провязано 16 рядов узора. Я не вижу смысла показывать и провязывать одно и то же второй раз, поэтому я сразу перехожу к вязанию второй половины раппорта узора в высоту и буду сейчас с вами вязать 17 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 1 изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная петля, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд. Кромочную переснимаю и вяжу сам узор. 1 изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 1 изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 21 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю, затем 1 лицевую. Делаю накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и последний раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Изнаночная – это петля симметрии и кромочная завершает ряд. 23 ряд. Кромочная, 1 изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и последний раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. После того, как будет провязан 24 ряд, нужно будет еще один раз провязать с 17 по 24 ряд. Итого у вас получится 32 ряда раппорт узора в высоту. Затем повторяете с 1 по 32 ряд на ту высоту, которая нужна для вашего изделия. Еще хотела обратить ваше внимание, как сделать так, чтобы полотно не косило. Наверняка вы обратили внимание на то, что в первой половине раппорта, когда я делала убавление листочка вправо, убавление сетки у меня были направлены влево. И наоборот, во второй части полураппорта узора, когда убавление листочка у меня смотрели влево, убавление сетки смотрели вправо.
Вот такой баланс нужен для того, чтобы полотно не косило, то есть количество убавлений вправо и влево должно быть одинаковым или хотя бы стремиться к нему. При таком убавлении петель, чередовании у вас, конечно же, здесь будет волна по боковому срезу, она просто формируется узором, но все волны, вот так, если линеечку приложить с одной и с другой стороны, они будут перпендикулярны спице, то есть полотно никуда у вас не съедет, ни влево, ни вправо. Если же вы будете вязать и, к примеру, в первой половине раппорта узора листик у вас смотрит вправо и убавления будут вправо, а во второй наоборот и листик, и сетка будут на убавление влево, полотно также не будет косить, но вот эта боковая волна получится более ярко выраженной. Естественно, если вы вяжете какое-то полотно, где нужен, и даже это украшение изделия получится, большая волна, вот такой вариант будет вам идеален. Если же это плечевое сшивное изделие, то я больше склоняюсь к варианту, который я вам показывала. Но изменить направление здесь ничего не стоит. Поэтому, думаю, если вы вяжете такие замечательные вещи, с такой задачей вы справитесь. Всем легких петелек и до встречи на канале!